Наверное, вы сейчас думаете: Игорь, а почему ты стоишь в таком непонятном месте, все очень темное? Это место олицетворяет определенную мистику, загадку, так же, как и в сегодняшней нашей истории. На протяжении 2,5 недель, пока мы снимали этот сюжет, мы все время испытывали чувство тревоги, волнения, и то, что мы видели, трудно было описать и подать какому-то логическому объяснению. По превьюшке вы примерно понимаете, о чем этот ролик, поэтому я думаю, вам это объяснять не нужно. Мы вам всем желаем приятного просмотра. Подпишитесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети. И прямо сейчас мы начинаем. Простыни, обалдеть. Штук 5 висит, ну это 100% это место как раз на видео ребят с ССТ. Именно это место я и видел. На Зыряновской, говорят, мужик живет. Я думал, просто тряпки висят. Говорят, живет человек и зиму тут жил. Это речной вокзал, Восход. Сейчас будем по факту смотреть и общаться и знакомиться с ним. Мы знаем, может какая-то нужна ему помощь. Мы взяли немного продуктов. Я думаю, они точно лишними не будут. Конечно, многое видели, но чтобы человек жил практически в центре города, вот в таких условиях, где каждый день проезжают сотни машин, трамваи, это, конечно, дико. Вот так вот это все здесь выглядит, но мы проходим на территорию. Здрасте, а есть кто-нибудь? Вещи лежат. Здравствуйте! Такое ощущение, как будто здесь ребенок. Место для ребенка. Так все укутано. Так, ладно, пакет я пока поставлю здесь. Ковры лежат. Неуютно себя чувствую, конечно. Мы тут, можно сказать, на чужой территории. Тут смотрим. А если там кто-то, не дай бог, что-то случилось? Здравствуйте! Ой, блин, я испугался от вот этой штуки. Думал, кто-то прячется от нас. Так, ну хозяина нету. Просто где он спит тогда, я что-то не могу понять. Также получается на земле. Зеркало есть, посуда лежит. Стол, я так понимаю, обеденный. Просто он здесь огородился, чтобы, ну, никто не смотрел. В принципе, я удивлен, что все аккуратно лежит. То есть стол прибранный, аккуратно все. Телефон какой-то здесь, шахматы, фотография. Ничего не разбросано, территория у него чистая. Может быть, какие-то у человека есть и отклонения. Тут, конечно, некоторые вещи странные. Конечно, вот так вот смотришь, очень прям необычное место. Как будто здесь декорации, не знаю, какому-нибудь квесту, либо фильму ужасов, ленты, растяжки. Как будто, знаешь, там ты ее задел, какую-нибудь ленточку, и там колокольчики, да, у хозяина этого места там зазвонят. Конечно, очень необычно. Мы еще, наверное, может быть, час постоим, подождем. И если нет, то приедем сюда вечером. Может быть, человек ушел там за водой, за едой, на работу, может быть. Вот так вот ездят трамваи. Человек здесь живет, не знаю, в общем, что думать, и надо познакомиться, лично пообщаться с человеком. Так вот, если посмотришь, здесь даже к этому месту сюда неудобно подходить, то есть здесь везде либо ветки, либо еще что-то, и прям вот такого, чтобы удобного выхода отсюда здесь нет. Там, особенно если он какую-то воду носит, я не вижу места, чтобы можно было здесь как-то удобно подойти к его месту, где он живет. В общем, мы решили, здесь есть несколько организаций, вот я вижу ткани, какая-то еще вывеска, пойдем спросим. Если честно, я даже не понимаю, как он там вообще спит, потому что там нету ни какого-то, да,
накрытия над этим местом, ни матраса его, ни там, ну, ни подушек, вообще ничего здесь нету. Может быть, он это использует просто как шалаш какой-то, как, знаете, у нас у каждого в детстве мы там где-то под домами делали, там, в деревьях, еще где-то, то есть, ну, такие вот шалашики. Может быть, это тоже какое-то его место, куда он приходит, уединяется, я не знаю. Много пока вопросов, ответов нет. Вот не поверите. Мы также наблюдаем, что Да. там что-то горит, свет горит. Ну, по вечерам, то есть, когда вот Да. еще зимой темно У было. нас был интерес сходить посмотреть, ну, так, Мгм. в рабочее время как-то не получилось. И не видели его прям лично в лицо ни разу. У охранников можете спросить. А где они? Охранники бизнес-центра здесь, там дальше. Хорошая идея. Это круглосуточно. Угу. Ладно, спасибо. Так, и как там охранников теперь найти здесь? Клуб смешанных единоборств. Что, пойдем? Спросим. Там что-то типа землянки, и там мужчина живет. Я правда без понятия. Я приезжаю на работу и все, я даже не смотрю там. Ясно, ну ладно, спасибо. Попытка не пытка. До свидания. Сегодня же выходной день. У вас здесь на территории, вот прям рядышком напротив, все в простынях укутано, там какой-то мужчина живет. Вы о нем ничего не знаете? Не в курсе? Ну ладно. Спасибо. Ну, просто интересно, помочь может быть. Может, помощь какая-то ему нужна. Вроде бы столько много людей рядом, а никто не знает ничего. Даже поговорка есть, что ты живешь, да, допустим, там в своем доме, а рядом у тебя соседи очень плохо живут, и даже люди друг друга не знают, что потерялся какой-то контакт, каждый со своими проблемами, со своими мыслями. И вот так вот не замечают, что рядом людям нужна помощь. И наш канал в том числе создан для того, чтобы люди, чтобы вы, наши друзья, смотрели по сторонам, и если видели, что где-то людям нужна помощь, чтобы вы помогали. Именно для этого мы это все и делаем. Алло, здравствуйте. Да, слушай. Да, подскажите, пожалуйста, вы не знаете, у вас здесь напротив, в землянке, вот все укутано простынями, там вот какой-то мужчина живет. Вы не знаете его? Не знакомы? Нет, не видели. Это, как бы сказать, мы даже и внимания не обращаем. Почему? Потому что это не попадает в зону нашей охраны. Я на посту один и не имею права его Ну понятно, покидать. понятно. Если вы что-то там нашли, то звоните в полицию. Ладно, все, всего доброго, да, до свидания, ага. Мы сейчас тут всех на уши поставим, может быть, что-то зашевелятся кто-нибудь, я не знаю. Время 12 часов, но я думаю, до вечера его нет, то есть он, скорее всего, приходит, мне кажется, часов 5-6, уже когда потихонечку вечереет, ну, там, не знаю, устает человек, и вечером приедем, я думаю. Друзья, если честно, то еще более загадочного и необычного места я в нашем городе не встречал. И вспоминая те эмоции, когда я первый раз зашел в это место, это, конечно, трудно описать, что ты не понимаешь вообще абсолютно, что там в этом месте происходит, для чего его придумали, для чего там это все так расположено, детские игрушки. Телефон, который якобы подключен к забору, какое-то нижнее белье лежит, ну, причем явно понятно, что там, ну, оно используется не совсем по назначению. Какие-то очень разные мелкие предметы интерьера, картины, фотография в рамке. И вопросов возникало все только больше и больше, и напряжение, оно тоже нарастало с каждой секундой. И когда мы уехали оттуда, мы в тот момент поехали в Болотное, к дяде Толе, у которого там есть мечта, и мы в будущем, в ближайших выпусках собираемся осуществить. И пока мы ехали туда, у меня постоянно крутились мысли, что за человек, да, там может находиться, почему он туда приходит, почему там все так расположено, и эти мысли не давали мне покоя. Наступил уже вечер. Мы приехали еще раз, чтобы вы понимали, сегодня у нас был в городе снег. Не знаю, конечно, приходил ли вот человек, кто здесь живет в это место, но пойдем посмотрим. Да, конечно, вот так вот ездить каждый раз неудобно сюда, все равно время отнимает. У нас была похожая история, вот выпуск назывался «Кто живет в гробу». Там тоже парень молодой жил, и мы вот тоже ездили постоянно. Мы пытались его встретить. Оставим в описании ссылку, кому интересно, перейдите, посмотрите.
А есть кто-нибудь? Здравствуйте! Знаешь, что я заметил? Плакат был внутри. Где-то там между простынями он был. Я же его подснимал, ты что? Но он не полностью был, не полностью он торчал, половинка была. Загляни. Ваня через камеру заглядывает. Прикинь, сейчас какое-то лицо резко появляется. Кролик здесь был. Ну это да. Кролик здесь был. Я тебе говорю, здесь кто-то был. Он, может быть, понял, что идет снег, пришел сюда, здесь что-то взял, что ему нужно, и ушел. Заяц был? А вон там вот что-то в полиэтилен укутали, нет? Бутылки на столе? Может быть, я не знаю, может это какое-то памятное место у человека. Прям очень странно, конечно. Мы, в принципе, заходили сегодня вот здесь соседние магазины. Сейчас выходной день. Они только с понедельника будут, холодно, так с понедельника будут работать. Мы тогда, наверное, в понедельник позвоним и скажем, что если, ну, чтобы они периодически выглядывали, если они его увидят, чтобы они нам позвонили, мы постараемся быстро сюда приехать. Здрасте. Извините, а не подскажете? Вы... Ой, не злись. Не знаете, вот там эти веревки и как будто постельное белье. Вы не знаете, кто там живет? Бомжи, наверное, какие-то. Но вы там ни разу туда не доходили туда с собакой? Не, находились. Но они там целый год висят. А вы здесь как часто гуляете? Каждый день. Можно вас попросить, не знаю, если вы увидите, чтобы позвонили нам, чтобы мы доехали. Так, ну по крайней мере у нас сейчас появился осведомитель, можно так сказать. Вот, он гуляет здесь, ну парень наш ровесник гуляет здесь с собакой утром и вечером, как раз вот рано утром и вот в это время. Он сказал, что какие-то, ну типа бомжи, наркоманы здесь тусуются, но мы не видели ни бутылок, ни шприцов, там же вообще ничего такое, там аккуратное место, вычищенное. Наркоманы интеллигенты. В общем, мы ждем звонка от нашего осведомителя, можно так сказать, и там уже будем по ситуации смотреть. Может быть, Ваня сорвется, Ваня здесь ближе живет, и Ваня приедет и как-то, ну, попросит, чтобы человек подождал нас. Не знаю, в общем, вариантов много разных, как оно получится, узнаем чуть позже. Прошла неделя, звонков так и не было. Единственное, один раз Ване написали, что вот человек вот это выгуливал, никого не было. И все, мы решили брать все в свои руки и поехать ранним утром и дождаться этого человека. Мы взяли кофе, пончики, сели и начали ждать. Как настоящие американские полицейские, мы взяли с собой кофе, здесь пончики, самый настоящий атрибут. И сидим, ждем уже 9:30, наверное, еще минут 40 подождем. Ну, в сумме это 2 часа, если не будет, то поедем. Наверное, зайдем здесь вот к соседям, кто есть, и попробуем с ними договориться, чтобы они время от времени поглядывали. Опять все в подвешенном состоянии, и так уже, наверное, больше, чем половина выпуска. Сегодня здесь сок лежит, водичка, 3 сидячих места, 2 зайца, здесь кукла. Может быть, этот человек представляет, как он здесь сидит и разговаривает с этими игрушками, либо просто, чтобы не было скучно. Приезжает, как-то переставляет. Очень необычно, конечно, такой случай у нас. Но пока мы не можем его разгадать, узнать эту загадку. Боюсь выходить сейчас, представляете, я выхожу, и он мне навстречу прям такой хоп. Непонятно, очень все неоднозначно и непонятно. Минут еще 10-15 ждем и поедем.
самом деле в какой-то момент мы уже потеряли надежду докопаться до какой-то истины и, да, узнать все подробности происходящего. И что самое главное, мы хотели помочь человеку, кто там находится, может быть, снять жилье, купить какую-то одежду, помочь установить документы. Ну, все, что в наших силах, мы готовы были сделать для этого мужчины. Вопросов, ну, с каждым разом, когда мы приходили и обращали внимание на что-то новое, вопросов возникало еще больше, и ну, были мысли, что там находится, ну, скорее всего, да, какие-то отклонения есть у человека. Но опять же, вешать какие-то ярлыки раньше времени, ну, мы себе этого не можем позволить. И в этой истории мы хотели поставить крест, потому что мы не можем сидеть и контролировать и ждать человека, да, пока он там появится. Я ездил по делам в городе и решил заехать в это место, чтобы сделать одно последнее действие. Алло, Вань. Прикинь, я приехал на это место, ты сейчас офигеешь. Че? Его здесь нету. Ну, не в плане, что его нету, этого места здесь больше нету. Ни растяжек, ничего. Вообще ничего нету. Ну вот я смотрю, просто кусты и все. Может быть, и субботник был, люди чистили. Может быть, субботник был, да, и отсюда все убрали. Ну, не, мусор-то, конечно, есть. Я не помню просто, сколько его здесь было. История заканчивается, так и не докопавшись до истины. И не успев начать. Да, эта загадка навсегда останется с нами. Ладно, давай сейчас пойду посмотрю, перезвоню. Очень жалко, что вот так все. Ладно, ставим записку. Может быть, кто-то придет все-таки, прочитает человек, кто на это место ходит. Может быть, он заново его оборудует, если, да, ему это снесли. Не знаю. Если вам нужна любая помощь, позвоните, пожалуйста, нам по телефону. И на задней стороне оставил денежку. Мало ли, может быть, этому человеку нужна. По крайней мере, это один из вариантов, ну, что мы сейчас можем сделать. Надеюсь, тут крапивы нету. Все забрали. От этого места и до этого все было в тряпках. Просто столько унести. Ну это же это не унесешь, это только вывести отсюда. Ну туда же еще не высохло. Полностью все забрали. Стол вот здесь вот стоял. Здесь игрушки были расположены. Так, ну мы оставим нашу записку. Куда-нибудь сейчас прикрепим. Может казаться, что это человек, кто здесь раньше сюда приходил, что это он оставил записку после своего ухода. Но нет, это наше. Ну столько загадки здесь вообще, просто огромное количество. Вот что-то оставили, цепь какую-то. Здесь вон сумки лежат, зонтик там. Опять же, если бы здесь было кто-то проводил уборку, они бы убрали и весь вот этот мусор, который здесь. То есть, значит, скорее всего, вот эти вот здесь же ковры лежали, это забрал сам человек, кто здесь, кто сюда приходил. Ладно, мы еще подождем пару дней, ну и потом уже будем делать какие-то выводы. Вот такая вот история, которая так и останется загадкой. Конечно, друзья, если вы местные жители, кто живет в Новосибирске, вы увидите здесь мужчину неподалеку, увидите какие-то похожие постройки, напишите нам. Да и в принципе, если вы знаете, вот кто нуждается в помощи, живет в каких-то таких страшных условиях, либо просто какие-то необычные полумистические ситуации, люди живут там в страшных условиях, пишите нам на почту или в наши социальные сети, мы будем стараться как-то вот помогать. Мне позвонил Ваня и сказал, что ему позвонил какой-то мужчина, который нашел нашу записку, решил вот нам сделать звонок. В этот момент я ехал к Ане, я думаю, многие из вас знают ее историю, чтобы узнать, как у нее дела, и вот снять небольшой сюжет, чтобы она рассказала, поделилась новостями. В общем, много разных новостей есть в ее истории. Мы решили немножко отложить, да, встречу с Аней и съездить, все-таки познакомиться, узнать, что же это человек. И волнение в тот момент, когда я ехал за рулем, оно было на каком-то высочайшем уровне. Я давно таких эмоций не испытывал. Чтобы вы понимали, мы ехали встречаться с человеком, которого мы искали, в каких-то моментах ждали 2,5 недели. И на самом деле очень много, вот за эти 2,5 недели было много разных мыслей. Мы пытались где-то что-то разузнать, вокруг ходили, узнавали, пытались что-то в интернете, я искал что-то по этому запросу, ничего не нашел. И много догадок, много мыслей, я думаю, так же, как и у вас было. Встреча с этим человеком, на самом деле,
я, во-первых, был и безумно рад, что все-таки нам кто-то позвонил, но и при этом, ну, это волнительно, что вот ты едешь встречаться неизвестно с кем. Давно у нас таких моментов не было. Конечно, эмоции были какие-то нереальные. Он, я так понимаю, взял у кого-то телефон позвонить, Ваня с ним договорился о месте, он будет нас ждать на лавочке, и мы едем с ним встречаться. Не знаю, что сейчас будет. Пойдемте искать. Мы, в общем, берем сейчас две маленькие камеры. Вот у Вани камера здесь. Чтобы сразу не пугать его камерой, наверное, даже уберем сейчас в карман, подойдем к нему, объясним суть происходящего. И если он согласится, тогда, не знаю, в общем, будем сейчас думать, смотреть, уже решать по ситуации. Вон там вдалеке сидят мужички такие. Здравствуйте, да. Игорь. Вы звонили, да? Да. Ага. Когда мы подходили к этому месту, там сидело на скамейке два парня. И уже по их виду я стал понимать, что есть видео, которое ребята опубликовали на СТ. На Зыряновской, говорят, мужик живет. Я думал, просто тряпки висят. Говорят, живет человек, и зиму тут жил. Это речной вокзал, Восход. И я понимал, что это точно не те парни. Вот, мужчина в кепке седой, ну это явно не вы. Нет, это не я. Седой он ушел, он в центр ушел. Я не знаю, в какой его забрали в центр на левый берег. Мы подумали, что там маленько психически нездоровый человек находится. Женщина одна была нормальная. Угу. Как бы я помогали, ее тоже забрали, родственники увезли. Угу. В общем, они нам рассказали, что в этом месте бывали, они ночевали и спали, но там они, я так понимаю, собирались, проводили как-то время. На этом месте с периодичностью находилось там 6 человек, это, да, какая-то, ну, знакомые, друзья. Дворники все оттуда выкинули. Ну, дворники вот местные, трамвай, там конкретно они как дворники, трамвайщики которые. Угу. Просто сколько лет это место было там находить, ну, то есть минимум зиму нам говорили, что оно там находится. Зиму там спали, зимой, но зимой иногда, конечно, там по подъездам спали. Работать, пробовали устраиваться, там еще что-нибудь? У нас нету ни документов, у нас все поукрали. Вот когда мы туда дальше маленько по забору ушли, вот стойка. Жили, короче, у вас документы, сами свободники вообще. То есть, получается, это было место не какого-то конкретного одного человека, Не то есть там много людей конкретно. собиралось. Но всегда единственное в этом месте смотрели за порядком и за все. Просто мы туда сколько не приезжали, ну, никого не могли найти, то есть мы там часто были достаточно. Туда И всегда поздно приходили. поздно, да, там собираются. Мы думали, что либо рано утром, либо, ну, вот вечером. Нет, утром расходились как бы все, чтобы что-то, ну, как бы, ну, на столе было покушать, как бы. Вам сейчас, чтобы начать, ну, грубо говоря, нормально жить и работать, что нужно для этого? Восстановить документы? Вы планируете их или как? Конечно. Просто как без документов вы начнете? Конечно, планирую. До дома бы как бы вот доехать, в Воронеж. А у вас там что? Квартира там. А вы? Ну, тоже сложно. Вместе? Планы-то есть нормальную жизнь-то начать восстановить? Конечно, почему бы нет? Я жил раньше нормально, вообще нормально, реально жил, почему бы нет? В данной ситуации-то навряд ли особо чем-то можем помочь. Хотя Смотрите, бы документы стоит восстановить примерно 2000 рублей. Ну вот здесь практически 4000. Держите, это вам. Я всегда любому человеку, кого я вижу, кого встречаю, я всегда людям, мне хочется, ну, как бы верить в них. Конечно, большая вероятность, огромнейший процент, что они эти деньги потратят, ну, не в то русло, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, куда. И все равно есть маленький шанс и доля вероятности, что, возможно, эти деньги им помогут, они смогут восстановить документы, начнут новую жизнь, едут в Воронеж и, может быть, будут вспоминать, когда-то с нами свяжутся. Восстановите документы, начните нормальную жизнь, но реально не бухайте, не выпивайте. Ну, вы молодые Иван, еще. Извините, я вас перебил. Вот сейчас вы меня в данное время, когда вы мне дали 4000 денег, вы меня ошарашили. Извини, пожалуйста, опишите, у вас есть ручка, номер вашей карты. Нам переводить ничего не надо, вы просто в будущем, когда помочь. сами встанете на ноги, возьмите, помогите таким же людям. Мы хотим, чтобы у вас реально все было хорошо, дай бог вам здоровья. Мы побежали Спасибо. дальше тогда. Спасибо Вот, вам, вставайте на ноги, реально, мужики, не бухайте, Да не будем потратьте мы деньги на бухать. восстановление документов. Если вы потратите куда попало, это будет на вашей совести, смотрите сами. Согласен с вами. Иван, Все, большое пожалуйста. спасибо. Да. Дай Всего бог доброго, вам парни. По-любому увидеть. Да. Счастливо.
Конечно, достоверно мы не можем узнать всей правды, потому что мы не пообщались с тем человеком, который был на видео. Можно опираться на слова только ребят и какие-то, может быть, наши догадки. Друзья, если местные, да, вот новосибирцы знают про эту историю какую-то дополнительную информацию, знают этого человека, напишите нам в наши социальные сети. Мы очень надеемся, что, может быть, благодаря этому видео мы сможем найти этого человека и помочь ему. Может быть, вы знаете какие-то подобные истории людям, которым нужна помощь. Спасибо вам, что вы отправляете вот какие-то такие, да, ролики, статьи, посты с людям, которым нужна помощь. Мы что можем, стараемся делать, как-то реагировать на такие ситуации. Много, вот, я думаю, не понимаем так же, как и вы, но если у вас есть мысли, предположения, для чего было сделано это место, почему этот человек туда приходил, либо группа этих ребят приходила, они там, не знаю, чем они там занимались, потому что спать там не было никаких спальных мест. Говорят ли эти парни правду, которых мы встретили, как вы тоже думаете, получится ли у них изменить свою жизнь? Вообще, что вы думаете по произошедшему, потому что вопросы, они остались. На что-то мы получили ответ, да, со слов парней, но все равно. И будем надеяться, что в будущем мы узнаем какие-то подробности, да, благодаря сейчас выходу этого ролика, что его посмотрит большое количество людей. И поэтому, друзья, пожалуйста, если вы новосибирцы, напишите нам. И все наши зрители, сделайте репост этого ролика, подпишитесь на наш канал, подпишитесь на наши социальные сети. Мы очень надеемся, что у этой истории будет какое-то продолжение. И увидимся с вами через неделю. Пока.